Hello, миряне, привет, народ, с вами снова Женя из Израиля. Сегодня я решил снять некий видеообзор моей машины Toyota Prius после примерно 4,5 лет пользования. Значит, забегу вперед. Я расскажу, сейчас просто расскажу, где я нахожусь. Я нахожусь в городе Петах-Тиква. За мной некий такой большой-пребольшой хай-тек парк. Ну, что значит большой-пребольшой? Для израильских мерок он крупный. Тут сидит Intel и не только. В городе Петах-Тиква таких парков несколько. И вообще в Израиле их много. Есть в Герцелии, в Хайфе. Есть также эти же хай-тек-парки около Кейсарии. Но дело сейчас не об этом. Я хочу рассказать именно мнение владельца Toyota Prius после такого времени использования. Значит, сразу скажу, сколько машина кушает. В среднем мне хватает 30 литров бензина. Я всегда стараюсь заправлять машину на четверти бака, никак не меньше. По мне, четверть бака это уже пустой бак. Еще раз, это моя заморочка, вы, естественно, не обязаны так поступать. Значит, примерно 30 литров, да, плюс-минус 30, там, 28-32, да, мне хватает в среднем на 750 километров. Сейчас скажет: Женек, да ты чего, как так, да, вот так. Значит, я не катаюсь на экономном режиме, но я также не катаюсь на сильном режиме. Есть в этой машине 3 режима основных. Это режим экономии, режим основной и режим Power. То бишь, когда вы катаетесь на машине, которая у вас... Кстати, просто показываю, какие машины в Израиле, чтобы вы видели на стоянке. Значит, если у вас стоит режим экономии бензина, я уже проверял, сильной экономии вы не почувствуете, вот практически даже вообще не почувствуете экономии. Но машина превращается просто в телегу. Ну, она туповато едет, там больше работает гибридная система. Короче говоря, я сравнивал уже, и я не нашел экономию. Если вы катаетесь на режиме, как я, на обычном, она и шустренькая, и резвая, когда надо дать, извиняюсь, просраться, даете газку, она улетает. Есть также режим Power. Значит, я лично пользуюсь на режим Power, когда я катаюсь на территории, там, где есть арабы, там, где нужно именно реально быстро проехать. Я включаю этот режим, и просто машина превращается в самолет. Теперь, скажем так, больная тема гибридных машин – это батарея, да? Я сейчас не говорю о Honda, я говорю конкретно о Toyota. Гибридная батарея в Toyota стоит 10 тысяч шекелей. Значит, иногда стоит 12, иногда 10, зависит какой гараж. Ну, грубо говоря, в среднем 10 тысяч шекелей. Самолеты летают. Вот, чтобы этого избежать, чтобы вам не пришлось, скажем так, терять большие суммы денег на батарейку, что я советую вам делать, то, что сделал я. Значит, когда у вас заканчивается гарантия на машину, обычно это 3 года или 100 тысяч километров, иногда до этого было 7, но сейчас, как я знаю, 3 года. Что происходит? Вы платите Toyota, у них есть такой сервис, некая страховка на гибридную систему АК-батарейку. Здесь, значит, вы платите 300 шекелей, это чуть меньше, чем $100, примерно где-то долларов 80, ну, можете посчитать, или в год, или на 15 тысяч километров. Чем это выгодно? Я купил машину после лизинга. Она была в лизинге, в отличном состоянии. Кстати, забегу вперед. Поломок по сей день, тьфу-тьфу-тьфу, 0. Значит, батарейка была слабовата. Вот, я сделал страховку, проверку, то есть как это происходит. Вы приезжаете в Toyota, они вашу машину проверяют на компьютере, насколько у вас батарейка хорошая. Если она хорошая, вам дают бумагу, что батарейка нормальная, и вы можете кататься или год, или 15 тысяч километров. Теперь, я когда купил ее с лизинга, видимо, скорее всего, машина много времени стояла без заводки, и батарейка стала немножко хреновенькая. Ну, это, еще раз, мое подозрение, я не знаю, но вот батарейка уже была слабовата. Примерно через год она была еще слабее. То есть, как ты знаешь, что батарейка в Toyota хорошая, когда вот ты зарядил до максимума, то есть, как что значит зарядил? В процессе езды она сама заряжается. Это не машина-плагин. Вот. Видишь, что батарейка полная, отключаешь свет, отключаешь кондиционер, и ты должен на батарейке, только на батарейке проехать 2 километра. Примерно 1800 метров до 2200. Если же вы видите, что вы проезжаете 1,5 километра и ниже, то значит батарейка начинает уже у вас барахлить. Значит, я приехал в Toyota, говорю: ребята, у меня батарейка плохо держится. Они говорят: смотри, мы можем менять только тогда, когда у тебя будет поломка, именно загорятся лампочки. Я говорю: хорошо, ладно. Прошло некоторое время, я опять катаюсь на машине и что-то приезжаю на светофор, останавливаюсь, а у меня движок бензиновый не глушится. Бред какой-то. На светофоре
Проехал с светофора, остановился, значит, отключил движок, завел машину опять, бум, бензиновый, не работает, нормально. Теперь, на мое счастье, я умею пользоваться с машинным компьютером, я засунул компьютер, проверить, в чем проблема, бум, мне пишет, что проблема с батарейкой. Думаю, о, круто, но лампочка никакая не горит, именно компьютер говорит, что есть проблема с батарейкой. Я опять в Тойоту. Говорю, ребята, это что за байда? Они говорят, да, мы видим, они подключили к компьютеру. Говорят, знаешь, Евгений, вы правы. Мы видим, что есть проблема, но мы можем менять только тогда, когда у вас загорятся лампочки. И поверьте мне, у вас они загорятся довольно скоро, потому что как только начинает барахлить батарейка, вот в таком плане, да, то тогда у вас загорятся лампочки. Ну, хорошо. Проехал я еще где-то с недели 2-3. Как раз я работал на прошлой работе своей, как раз вот у меня работа и официальный дилер Toyota буквально, не знаю, через светофор. Я еду на работу перед светофором, если я поворачиваю направо, это моя работа, прямо Toyota, та-дам, загораются лампочки. Я в Toyota заезжаю, они посмотрели, увидели лампочки, сфотографировали. Что я вам скажу, на завтра я утром приезжаю в этот гараж, приезжает грузовик, который привозит им части, и вижу, привозят нулячую новенькую батареечку, любимую мою. Мне ее сменили, и уже вот катаюсь 1,5 года на этой батарейке, никаких проблем. Я также, значит, в первый год, значит, ты получишь, когда меняешь батарейку, тебе дают гарантию на эту же батарейку на год, и потом нужно продлевать. Я уже 1 раз продлил, и вот мне надо еще примерно 8 тысяч где-то проехать, чтобы или до конца августа, и тогда я буду обновлять дальше. Теперь гарантию на эту батарейку можно обновлять в течение 10 лет. Вот, пока машине не будет и 10 лет. На 11 год вам уже никто не будет обновлять. Вот, теперь. Есть еще один способ поменять батарейку не за бесплатно. Есть в Израиле несколько компаний, которые занимаются гибридными батарейками, которые меняют. Она стоит не 12 тысяч, она стоит где-то 1003 или 4. Примерно так. И они меняют, как бы ставят батарейку не фирменную, но она работает. Значит, по моему опыту, у меня есть несколько знакомых, кто это делал. Батарейка это держится примерно 3 года. Теперь у этих батареек иногда, там, как сделана эта батарея? Там много модулей, много небольших батарей. И, в принципе, если вы человек рукастый, и руки у вас из правильного места, и голова на плечах, вы можете как бы снять эту батарейку, проверить каждый модуль. Обычно вылетает средние модули. Вот у аккумуляторов, да, обычно вылетает, как бы, если это танковый, к примеру, аккумулятор, да, то у них вылетает, там же тоже не один, а несколько аккумуляторов. Вылетает камера обычно или первая, или последняя, или плюс, или минус. У Toyota, у Prius'ов обычно вылетают модули, которые посерединке. Как бы не первый, не последний, именно модуль, который посередине. И, в принципе, вы можете даже заказать через eBay модуль 2, сколько у вас полетело, к примеру, и сменить самому. Это можно, это нормально, это делают, я знаю даже людей, кто это делает. Вот, но у меня реально поломок 0. Значит, основная проблема у Toyota Prius, поломка, как бы, у меня еще ее не было, но у меня у друзей была. Значит, там есть 2 системы охлаждения. Одна система охлаждения, ну, я имею в виду, которые на движение, 2 не воздушные, а, извиняюсь, водяные, забыл просто слово. Система охлаждения, значит, что одна на бензиновый движок, а вторая на гибридную систему. И там есть насос, который качает воду на гибридную систему, да, подачи воды. Вот он иногда вылетает из строя, как мне говорят люди, примерно раз 120-150 тысяч, но у меня машина уже прошла 160 примерно, почти 160 тысяч. У меня фу-фу-фу, все было нормально. Ремонт такой в Израиле стоит сегодня, значит, сегодня он уже стоит гораздо дешевле. Я помню, еще пару лет тому назад такой ремонт стоил около 2000 шекелей. Сегодня водяной насос фирменный этот стоит шекелей 600 примерно. Не надо, как бы говорить, Женек, неправильно говоришь. Где-то 600-650. В принципе, если у вас этой страховки нет, вы можете сами его поменять. Это реально. Я с другом менял, у друга. У него страховки нет, машина 2007 года, если я не ошибаюсь. У него ушел, говорит, Женек, давай вместе поменяем. Мы зашли в YouTube, посмотрели. Там все казалось очень элементарно. За 30 минут мы ее поменяли. Вот. Ну, если, как бы, ребята, вы, допустим, занимаетесь машинами, и вы механики, можете, я тут прикидываю, за минут 10-15 поменять. Нет никаких проблем, снимается инвертор. Короче говоря, реально очень просто. Спросите меня, доволен ли я этой машиной? Нет.
Я не просто доволен, я очень доволен. Я думаю, что следующая машина будет тоже гибридной, тоже Toyota. Потому что к хорошему мы привыкаем быстро. А если тем более, кроме этого, у нас еще есть экономия, чтобы реально экономия считать в 2 раза, то даже думать не надо. Теперь есть тоже вопрос, который меня спрашивают часто: Женек, стоит ли брать Toyota Prius, которая прошла больше, чем 100 тысяч километров? Да, конечно. Конечно, да, однозначно, потому что вы, когда берете Toyota Prius, любой километраж, который у нее есть, делите его просто на 2. И тогда вы знаете, какой реально, как бы, ну, грубо говоря, реальный пробег вашего бензинового двигателя. Значит, я знаю, что у некоторых из нас были проблемы с бензиновым двигателем, что начинало жрать масло. Я говорю, у меня машина прошла 160 примерно тысяч, фу-фу-фу, по дереву, да? Вообще нет ни намека, ни масла не кушать, ни воду, ничего. Просто заливай бензин, доедь, ну и вовремя меняй фильтры и масло. Обслуживание. По обслуживанию Toyota недорогие. Гораздо дороже обслуживание на Volkswagen. Дам пример. Мой друг делал СТО полное на Volkswagen Golf. Кстати, в Volkswagen далеко ходить не надо. У официального дилера у Hyundai, у него Hyundai i20, делал ей СТО, то бишь менял масло, фильтры все. Он мне как залупил, получилось 1600 шекелей. Я был в шоке. Почему? Потому что на мою машину, на Toyota, даже в Toyota, да, сейчас не говорю про замену деталей, а фильтры все обычное, мне стоит примерно 600-800 шекелей. Тоже все фильтры, все масла, как бы, и Toyota это не дешевая машина, но как бы, да. Поэтому дороговизна обслуживания Toyota это миф. Она недорогая, даже можно сказать дешевле, чем многие. Допустим, в Израиле известно, если я не прав, можете меня поправить, да, дорогие мои зрители канала и подписчики, что на Volkswagen делать СТО полное стоит гораздо дороже. Гораздо дороже. Почему я знаю это? У меня у отца есть Volkswagen Бора, и когда мы тоже делали СТО, там просто цены нереальные были. 2-2,5 тысячи. С какого, перепуга? Что там, масло и фильтры? Да ну его. Вот, теперь дальше. Если вы в Toyota Prius захотите сами менять масло и фильтры, вы это можете, это не влияет на вашу гарантию, на гибридную систему. Что вам запрещено делать, чтобы не повредить, как бы, гарантию на гибридную систему, если у вас машина уже, как бы, надо обновлять и прочее, не трогайте никакие электрические поломки. Вы можете менять лампочки, да, но ничего электрического не трогайте, не ковыряйтесь. Приезжайте в Toyota, пусть они это делают и занимаются. Я сейчас не говорю электрического, знаете, вот в Израиле принято несколько типов сигнализации, одна из них это код надо нажимать. Понятно, что если код этот, тут кнопочки поломались, сможете поменять в любом месте, да? Я говорю, в машине, в систему, в электричество вы не лазите. Хотите, кстати, поставить колонки, в эти машины колонки тоже экономичные, колонки особые. Если вы будете ставить себе систему, знаете, обычные колонки вам не подойдут. Если вы попробуете вставить их, они войдут, но окно вы не сможете опустить, оно будет на магните. Там у них на колоночках вот такой маленький магнитик, но причем лобает он хорошо. Это как бы так, в принципе, мой обзор на мою любимую Toyota Prius. Если есть вопросы, можете с радостью мне писать, обращаться, я отвечу. Машина, я доволен. И следующая машина, если все будет хорошо, тоже будет гибридная Toyota. Может быть, их не новый паркетный джип, может быть, тот же самый Prius, может быть, даже Auris, я еще не знаю. Я люблю машины, которые чуть-чуть побольше, потому что у меня 2 детей. Пока вот, жена, хочется ездить и не сидеть, как бы, грубо говоря, так вот скованно. Кстати, у нового паркетного джипа расход примерно то же самое, что и у моей Toyota Prius. Людей спрашивал, реально, кто катается много. Да, ну и еще в Израиле распространена машина Auris Station. Тоже гибридная, казалось бы, да, но у моей Toyota расход меньше, чем у Auris. Уже проверяли, сравнивали по чекам с бензином, со своими друзьями. У меня много друзей работают в сфере хай-тек, которые тоже катаются на таких машинах от лизинга, даже на новых. И все равно Toyota Prius кушает меньше. С вами был Женек из Израиля. Честный обзор Toyota Prius. До новых встреч. Пока.